Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, то, что я собираюсь сейчас снять и подарить вам, это языческий замол, отчитка. Это призыв сил, древних сил, которые всегда были, и есть и будут, но о них помнят и к ним обращаются уже избранные люди. Если раньше в древние века обращались практически все, поскольку это была основная религия человечества, у каждого народа свое название богов и свои ритуальные действия по отношению к ним для того, чтобы получить желаемое, то сейчас об этом знают люди, которые изучают эту тему, которые поняли, приняли в своей душе и вернулись к истокам. Для таких людей такая читка замол сработает намного сильнее, чем для остальных. Поскольку у них связь с языческими силами особенно сильна. Особенно те люди, которые прошли раскрещивание. Но это не говорит о том, что эти силы не помогут другим. Естественно, помогут. Древние боги, они милосердны. Они приходят на помощь к человеку, требуя от них лишь одного – благодарности и уважения, верности к ним, чтобы человек осознавал, откуда эта помощь пришла, и был признателен за это. Итак, вам для этой работы нужна будет емкость, удобная, где можно сжечь траву. Вы можете здесь использовать 3 травы. Можжевельник, полынь и зверобой. И желательно, чтобы это была трава не в порошковом виде, а именно вот в таком виде, чтобы вам удобно было держать. Вы должны создать дым. Здесь это важно, поскольку это уходит с дымом. Издревле дым использовался. Да вообще основа всех заговоров разных культур, христианских, исламских, других там заговоров, да, и так далее. Основа всему язычество, поэтому все взято оттуда. Вы можете эти 3 травы вместе связать, вот наподобие такого веника, и сжигая начитывать. Читать нужно 6 раз. Даже если трава уже вся сгорела, неважно. Вы должны читать 6 раз. От чего это поможет? Вот смотрите. Начинается какая-то травля на работе. Начинаются какие-то непонятные такие моменты. Это может быть связано с чем угодно. Может быть связано с завистью, с этими черными посылами, с такими злыми чарами, которые люди насылают на людей, которые им не нравятся или по какой-то причине неприятный им ваш взлет и ваша удача, как они считают, незаслуженная. Накапливается это все. Это может быть из-за того, что вы работаете, например, с больными людьми, и больные люди тянут силы живых для того, чтобы за счет них жить. Это может связано с усталостью. Это может связано с не очень благоприятной средой, а может быть в доме что-то завелось, оно вам мешает жить. В любом случае, языческий замол отчитка. Проведите это желательно 3 ночи кряду. Для того, чтобы наверняка изгнать. Хотя эффект уже получается с первого раза. Потом через некоторое время повторяйте. Вам станет легче, намного легче. Далее, как может еще помочь? При таких определенных болезнях, например, простуда, головные боли, плохое самочувствие, усталость, выжатость, тоже поможет вытащить это все из вас. Но не серьезные болезни, а именно вот такие недуги.
которые тоже, знаете, мешают нам жить. Потому что когда человек плохо себя чувствует, это уже решающий фактор, и работоспособность понижается, и вообще много чего. Итак, нужно сжечь траву. Уже сказала, какие: можжевельник, полынь и зверобой. Можете все вместе сделать, можете отдельно каждую траву. Можете 3 ночи кряду использовать разные травы, которые я перечислила. Они все обладают этой силой, способностью очищать пространство и убирать вместе с дымом, забирать вот этот негатив, который у вас есть. Это не чистка порчи. Это именно вот очищение, обновление, привести себя в порядок, очистить свою энергию от этого вот, от этих злых чар, злой энергетики и так далее. То есть это нужно периодически повторять, но оно очень сильное и очень помогает. И может и в доме благоприятное состояние создать, и у вас может бодрость появиться, потому что груз, понимаете, прям давит груз. Вот когда вы чувствуете, что вот давит груз над вами, вот что-то происходит, что-то вот были какие-то заказы, как-то остановились, что-то никуда не двигается, как будто прям камень положили вам на голову. И вот этот камень убирается. То есть вот эта вот негативная энергия, которая копится, копится, накапливается над нами, и она начинает давить. Время от времени от этой негативной энергии нужно избавляться. Итак, начнем. Значит, сжигаем траву. И вот давайте вот так сделаем, мне так удобнее. Пока горит, нужно читать. 6 раз я читать не буду, но вы прочитайте. Духи Навии, духи Дивии, словом вещего заклинаемый, силой пращуров зазываемый, слетайтесь, да собирайтесь, да в деле моем мне помогите, мне подсобите. Порчи-корчи, уроки да призоры, злые наговоры, с меня подите, на воск идите, в огне сгорите, колдовской травой вас выселяю, из леса пришли, в лес изгоняю. От человека пришли, к человеку назад возвращаю. Воины Перуна вас гонят прочь. Через поля и леса, через скалы, через черный океан. Прочь, прочь, прочь. Притки-призоры, мои таи уроки. Прочь, прочь, прочь. В огне сгорите, с дымом уйдите. Уйдите с глаз красной крови. С белой кости, с печени, с кожи, с жил, с сердца, с головы. С рук и ног. Чары злые, зачарованные, насланные, али у кого-то забранные. Всех выселяю, всех изгоняю, в огне сгорите, с дымом уйдите, дороги обратные забудьте. Да будет так по слову моему, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Здесь призыв и духов Диви и Нави. Это духи потустороннего мира, которые часто призываются для помощи в делах и прочее, не только колдунами и в древние времена, и обычными людьми. Здесь фигурируют воины Перуна, которые призывались ведьмами для того, чтобы очистить пространство, изгнать, чтобы защитить себя и близких, потому как это, скажем так, некий такой дозор, которого боятся незваные духи, незваные сущности, которые могут заселять дома. То есть, когда духом говорили о том, что призываются воины Перуна, то они исчезали, уходили. Уходили, очищали пространство. Это был страх для них, поскольку они понимали, что за свою, скажем так, за свою дерзость они могут быть наказаны. Вот в чем, собственно говоря, зазыв состоит. Почему это? Именно эти силы, именно через эти силы, призывая эти силы, попросить помощи этих сил, а после уже, обращаясь к этим зловредным духам, изгонять из жизни. Становится легче. Прям спадает, как, знаете, как колпак падает с головы. Глаза открываются, легче становится. Может нормализоваться давление, потому что это внешний фактор, вот этот, который влияет на человека, он влияет на его жизнь, на его физиологию, на все. Поэтому, естественно, ему легче становится значительно. И иногда даже такие, казалось бы, не самые сложные, тяжелые чистки могут помочь больше, чем даже более такие сложные работы. Давайте еще раз. Духи Навии,
духи Дивии, словом вещего заклинаемый, силой пращуров зазываемый, слетайтесь, да собирайтесь, да в деле моем мне помогите, мне подсобите. Порчи-корчи, уроки да призоры, злые наговоры, с меня подите, на воск идите, в огне сгорите, колдовской травой вас выселяю, из леса пришли, в лес изгоняю. От человека пришли, к человеку назад возвращаю. Воины Перуна вас гонят прочь. Через поля и леса, через скалы, через черный океан. Прочь, прочь, прочь. Притки, призоры, мои таи уроки. Прочь, прочь, прочь. В огне сгорите, с дымом уйдите. Уйдите с глаз красной крови. С белой кости, с печени, с кожи, с жил, с сердца, с головы. С рук и ног. Чары злые, зачарованные, насланные, али у кого-то забранные. Всех выселяю, всех изгоняю, в огне сгорите, с дымом уйдите, дороги обратные забудьте. Да будет так по слову моему, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Духи Навии, духи Дивии, словом вещего заклинаемый, силой пращуров зазываемый, слетайтесь, да собирайтесь, да в деле моем мне помогите, мне подсобите. Порчи-корчи, уроки да призоры, злые наговоры, с меня подите, на воск идите, в огне сгорите, колдовской травой вас выселяю, из леса пришли, в лес изгоняю. От человека пришли, к человеку назад возвращаю, воины Перуна вас гонят прочь, через поля и леса, через скалы, через черный океан, прочь, прочь, прочь. Притки, призоры, мои таи уроки, прочь, прочь, прочь. В огне сгорите, с дымом уйдите, уйдите с глаз красной крови, с белой кости, с печени, с кожи, с жил, с сердца, с головы, с рук и ног. Чары злые, зачарованные, насланные, али у кого-то забранные. Всех выселяю, всех изгоняю, в огне сгорите, с дымом уйдите, дороги обратные забудьте. Да будет так по слову моему, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Друзья мои, такой замол может вам помочь в случае, если в вашу сторону угрозы какие-то, или если вам пожелали что-то, прям в глаза сказали, что вам желают, или вы услышали, что вам желают нечто такое. Кроме всего прочего, такой замол может помочь от сплетен. Потому что обычно после таких чисток и отчиток люди, которые сплетничают, у них начинает столько проблем, что они об вас забывают. Или, что бы они ни говорили, оно не имеет никакого эффекта. Главное в магии это не заклеить кому-то рот, как некоторым может показаться. Нет, главное в магии, чтобы человек, который на вас открывает свою пасть, чтобы этого человека никто всерьез не воспринимал. И чтобы вот та цель, которую он поставил перед собой для того, чтобы опорочить вас, не была достигнута ничем и никак. Вот это самое важное. Потому что, как говорят, на каждый роток не накинешь платок. Да? Всем рот не закроешь, в физическом плане не закроешь. Но ты можешь сделать так, чтобы эти люди совершенно никак не могли тебе навредить. И чтобы их абсолютно никто всерьез не воспринимал. Чтобы вот вся их деятельность была бесполезна. Как для них, так и для окружающих. Всем удачи, всех благ.